Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мертвоглу турецкие узоры. Сегодня хочу представить вам еще одну вот такую вот модельку для разнообразия. Моделька связана с спицами, с пайетками. Такая диско-модель. Свяжем, оденем и будем блистать и гостей принимать в таких тапочках. Значит, прежде чем их представлять, я в гугле загуглила, все посмотрела. Пайетки продаются в интернет-магазинах с рукоделиями, их там очень много. Единственное, сразу покажу. У меня пайетки, вот смотрите какие. У них отверстие, смещенное к краю, не посередине, а вот смещенное к боковой стороне, к краешку. Что если будете покупать пайетки, которые не посередине дырочка, а вот ближе к краю. У меня 2 маленьких пакетика пайеток. Значит, я вязала такие на готовой подошве, на войлочной, но поняла, что многим найти проблема эту подошву, поэтому в этот раз решила связать спицами. Значит, они у меня на размер 36-38, по ширине на 39 мысок и вот подошва начала проходят. Единственное, если размер будет у вас больше, добавим по длине на пару рядов больше. Ну, если хотите повыше, то вот здесь можно еще по парочку петелек прибавить. Значит, начну вязать с мыска, потом обвяжу, перейду на подошву. Ну, в принципе, все как обычно. Что я использовала? Мысок я буду вязать в одну нитку. У меня акрил стопроцентный, 240 метров в 100 граммах. Остальной весь тапочек, подошву и боковые стороны я буду вязать в 2 сложения нить, потому что плотновато получается с пайетками верхняя часть. Поэтому, чтобы совпадало по плотности, я подошву и боковушки связала двойной ниткой. А потом нашла вот у себя в запасах такую для отделки блестящую ниточку. Я ее в 2 сложения, потому что она очень тонкая. Ну, а вы что найдете, чтобы было подходящее по тону? Вот можно на отделочку поставить какой-то цвет, который будет подходить к основному цвету. Ну и, конечно, с пайетками. Это так, модель, как материалы собрались, так и можно связать такую модель. Вяжется увлекательно, не знаю, вот. Значит, что еще? Верх, мысок я буду вязать спицами номер 2,5. Вот здесь, где буду вязать двойной нитью, здесь я буду использовать спицы номер 3,5. Поэтому вяжутся быстро, потому что здесь спицы будут толстые у нас. Угу. Так, нитки сказала, спицы показала, пайетки, все. Главное не забыть, как они по-русски называются, пайетки. Хорошо, ну что, начнем. На спице наберу 13 петель. Первый ряд провяжу лицевыми петлями. Набираем 13 петель и провязываем лицевыми петлями. Со второго ряда по лицевой стороне я буду делать прибавки в начале и в конце ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Набрали. Да что ты? Первый ряд идем весь лицевыми петлями. Весь мысок я буду вязать лицевыми петлями платочка. Все ряды буду вязать лицевыми петлями, прибавки буду делать по лицевой стороне. Расширять буду, сразу скажу, до 23 петель. Расширю мысок. Так, первый лицевыми, теперь у меня лицевая сторона. Сразу сделаю одну добавку. Накинула. Вяжу лицевыми до конца. Так расширю, пока у меня не будет 17 петель на спице. Если будет 17 петель, начну вязать вместе с пайетками. Тоже буду вязать лицевыми петлями и привязывать по одной пайетке.
Добавили одну, это у нас 15. Следующий ряд изнаночный вяжем все лицевыми без добавок. Добавки будем делать только по лицевой стороне. Значит, сейчас у меня добавила еще один ряд по одной петельке. По одной петельке добавили. Вот это вот лицевая сторона у нас, да? Вот мы добавили по одной петельке. Получилось 17 петель. 2 ряда зубчиков. Теперь изнаночная сторона. Привязывать пайетки я буду с изнанки. Их можно... Все, начали у меня лететь по всей квартире. Их можно привязывать по лицевой стороне, но мне больше удобнее с изнанки их привязывать. Поэтому буду привязывать с изнанки. Значит, сейчас первое, что мы делаем. Первую петельку снимаю. Всего 17 петель. Это изнаночная сторона. 2, 3, 4. Провязала 4 петельки лицевыми. Все будем вязать лицевыми. Теперь ввожу спицу в петельку. Сразу одеваю на нее блестяшку, эту пайетку. Придавливаю, прижимаю немного пальцем, чтобы она не ускакала. И вот и в камеру смотрю, и на вязание смотрю. Захватываю спицей ниточку и продели. Снимаем. Все, мы ее привязали. Следующую петельку провязываю лицевой. Следующую спицу ввела. Пайетку одела. Придерживаем ее. Немножко ниточка, чтобы была натянутая. Захватываем тут ниточку вот так вот сразу, смотрите. Спица продели в петлю, продели в пайетку, захватили ниточку, сразу щелк и провели. Сняли. Следующая лицевая. Опять одели одну. Подвязали. Следующая лицевая. Провели. Одели одну пайетку на спицу. Сняли. Одна лицевая. Провели спицу. Одну одеваем. Придерживаем, чтобы не улетела. Провязали. Одна лицевая. О, нет, все. 4 петельки у нас осталось. 5 пайеток мы привязали. Оставшиеся 4 петли провязываю лицевыми и кромочную изнаночной. Перешли на лицевую сторону. Я для чего оставляю побольше с краев, потому что цепляет потом, если сильно, если оставить всего 2 петельки, сильно будет заходить на вот этот вот край, не очень удобно. Перешли на лицевую сторону. В начале ряда делаем после кромочной одну добавку. И все петли провяжем лицевыми. И в конце ряда также сделаем одну добавку. Все петли до конца вяжем лицевыми. Пайетки будем привязывать с изнаночной стороны, как я уже говорила. Все до конца вяжем лицевыми. По лицевой стороне весь ряд у нас будет лицевой. Переходим на изнаночную сторону, будем вязать второй ряд пайеток. По изнаночной стороне первые 4 петли вместе с кромочной провяжу лицевой. 2, 3, 4. Следующее. Ввожу спицу
под петлю, в петлю одеваем одну пайетку, придерживаем, захватываем ниточку и проводим ее в петельку, провязываем, снимаем. Следующая лицевая, следующая пайетка. Сняли. Следующая лицевая. Так чередуем: одна лицевая, одну пайетку привязываем, одеваем на спицу, придерживаем, ниточку подтягиваем, захватываем и вытягиваем. Все, следующая лицевая. Так, и в конце у нас останется 4 петельки, мы их провяжем лицевыми. Лицевая. Сняли. Лицевая. Так, еще раз сейчас спицу провели. Пайетку придавливаем немножечко, захватываем петельку, ой, ниточку, вытягиваем, через петельку провели, все подтянули. Осталось 4 петельки, провязываем лицевыми. Последняя кромочная. Переходим на лицевую сторону. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. В первом ряду у меня было 5 пайеток, в этом 6. Делаем одну добавку и все вяжем лицевыми. Вяжем все до конца ряда лицевыми. Провязали до конца лицевыми, сделали добавки. Так, сколько это у нас петелек здесь получилось? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Еще один ряд с добавками. 23 петли у меня всего будет. Следующий ряд будет последняя добавка. Значит, третий ряд, еще один ряд провяжу. Все повторяется друг за другом, просто пока идут добавки, поэтому я вяжу вместе с вами. Значит, следующий ряд, что мы делаем? Опять 4 петельки. Первую снимаю, вторая, третья, четвертая. Следующая провязываем с пайеткой. Провели спицу, захватываем ниточку. И не захватила. Все, сняли. Следующая лицевая. Опять одна пайетка, одна лицевая. Сняли. Одна лицевая. Проводим спицу. Одели одну. Придерживаем. Все, провязали. Сняли. Следующая лицевая. Опять. Одна бракованная. Перемычка лопнутая вообще, поэтому внимательно придерживаем.
сняли. Так, и так вяжем до конца ряда. Пришли на лицевую сторону. Такое получается. Делаю последнюю добавку. Все петельки провязываю лицевыми. Провязываем до конца ряда все лицевыми. В конце ряда сделаем еще одну добавку. Четвертый ряд пайеток сейчас у меня будет. Значит, здесь у меня 7 блестяшек. Вот всего, смотрите, по всему тапочку они будут, количество этих пайеток в каждом ряду меняться. 7, потом будет 8, 9, 8, 9, 8, 9. Вот, и в конце я закончила 3, 6, 9. Последний ряд у меня будет 9. Вот, они меняются. Одна в начале, другая дальше. Одна в начале, другая перед ней. Так, значит, что мы теперь делаем? Четвертый ряд пайеток еще провяжу. Все, 23 петли набрала. Больше добавок делать не буду. Значит, опять я провязываю 4 ряда лицевым. Смотрим сюда. Значит, вот у нас была пайетка. Перед ней мы... Вот пайетка. Перед ней мы провязываем одну лицевой и одна пайетка. 4 лицевых. Одну пайетку берем. Можно их и больше набрать. Это я сделала 8-9. Можно и 10 сделать до самого края. Оставить только 2. Просто, ну, чтобы не было сильно наляписто, как сказать. Так, одна лицевая, одна пайетка. Так, вяжем, чередуя по лицевой стороне. Все петельки будем вязать лицевыми. По изнаночной будем привязывать. Так, лицевую провязали. Еще раз. Ввела спицу. Пайетку поставили. Сразу ниточку подхватили. Придерживаем это все. И проводим. Довяжу мысок до конца, как я уже говорила. Замерю его потом точно в сантиметрах, сколько это будет. Ну что, вот видите, смотрите, она лопнутая, а я не увидела. Это ж с контейнера как нагружают в пакеты, поэтому кто их там проверяет. Поэтому надо. Ну, это у нас тут качество может быть низкое. Я в интернете посмотрела, там марочные всякие есть. Ну, нам тут, наверное, привозят то, что подешевле. Ну, я вот перед этим у меня были тапочки на подошве, стирала их, ничего. Ну, правда, ручную стирку делала. У нас прям в том году на них такой бум был, пару лет. Мода была турецкая на такие с пайетками тапочки. Так, и что у нас еще? Последняя пайетка. Подхватили, придерживаем. Все, провели, сняли последние петельки, провязываем. Ну все. Как привязывать пайетку показала. Мысок расширили. Лицевая сторона. Опять все вяжем лицевыми. Больше добавок не делаем. По изнаночной стороне в шахматном порядке меняем местами. Там, где была пайетка, мы провязываем лицевую петельку. Между пайетками провязываем еще одну петельку.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8. В следующем ряду у меня будет 9, потом опять у меня будет 8. И так я буду их чередовать. Вот видите, по краю видно. Здесь 8, здесь 9, здесь 8, здесь 9. Я, конечно, здесь могу замерить высоту, но здесь уже подвязано, поэтому это будет не точно. Сантиметров 9 ориентировочно. В общем, я сейчас довяжу мысок, замерю его, вернусь, будем обвязывать потом все. Вяжем мысок, привязываем наши пайетки. Провязали нужную высоту мыска. Последние 6 рядов, 3 ряда зубчиков я сделала контрастной нитью. Значит, сколько у меня получилось? Высоту 10 сантиметров. Мысок у меня высоту и в ширину в свободном состоянии 8,5. Теперь что я буду делать дальше? Этой же контрастной нитью по всему мыску наберу петельки. Наберу петельки и обратно вернусь все лицевыми. Один ряд пройду, потом провяжу 2 ряда узелками. Под 2 дужками вытягиваю петельку и на спицу ее. Так, под 2 дужками захватываем, набираем петельку. Наберем петельки и обратный ряд вернемся все лицевыми. Набрала петли, вернулась обратно лицевыми петлями. Все, у меня 60 петель всего на 3 спицах. Вот теперь что я дальше буду делать? Значит, такая вот лаптя. Смотрите. Сейчас провяжу 2 ряда узором узелки. Потом провяжу лицевыми. Раз, два, три. Между ними вставлю 2 основным цветом, 2 контрастным цветом. И 1 ряд, и все. И буду вязать подошву. Всего вместе с узелками, вот эта высота боковой части. Сколько вместе с узелками? У меня 2 сантиметра. Значит, сейчас что делаем? Вяжу узором узелки. Узелки, как мы вяжем, кромочную снимаем. Нитка темная, плохо сейчас будет видно. Вот так. Кто не знает узелки, первую петельку снимаю не провязанной, нить за работой. Из одной петельки буду вывязывать 3. 1 лицевая, 1 накидываю, 1 лицевая. Все. 1 снимаю не провязанной. Из одной петельки вывязываю 3, 1 вытянули как лицевую, 1 накид, 1 лицевая. 1 снимаю не провязанной. Из одной петельки 3. Раз, два, 3. 1 снимаю не провязанной. Так идем до конца ряда. Раз, два, 3. 1 снимаем не провязанной. Вяжем так до конца. Изнаночная сторона, 2 ряд. Значит, что мы здесь делаем? Те петли, которые мы вот 3 петельки набирали, мы их провязываем 3 вместе лицевой петлей. Снятую петлю я буду снимать не провязанной. Нить идет за работой. Вот у меня закончилось 3 петельки здесь. Я их провязываю лицевой петлей. Снятую петельку буду снимать. Не видно. 3 набранных петли провязываем лицевой. Снятую петельку снимаем. Так дойдем до конца ряда. Почему я не вяжу видео темным цветом? Потому что это ж... Хотя некоторые вяжут. Это ж не видно ничего. Мне тоже хочется тапочки темными цветами повязать, но приходится подбирать цвета. Так, снятую снимаем не провязывая. 3 петли набранных провязываем вместе. Образовывается у нас такой узелок. Все, на этом узор закончен. Дальше буду вязать платочной вязкой. Все петли буду вязать со следующего ряда лицевыми.
Так провяжем 2 сантиметра где-то вот высоту. А потом перейдем к подошве. Подошву уже я буду вязать двойной нитью. Все так, довязываем до конца, потому что тут темное. Вот такие выпуклые узелочки получатся. И плотно получается. Смотрите, вернемся сейчас. Провяжем еще 1,5-2 сантиметра. Все петельки лицевыми вяжем. Провязала боковую сторону 2 сантиметра. Платочная вязка. Теперь переходим к подошве. Подошву буду вязать я нитью в 2 сложения на спицах номер 3,5. Сделаю в этот раз плотную. Наберу подошву на средних 10 петель. Вот средняя отделила. И буду ее расширять через каждые 2 ряда до 16. Первые 2 ряда провяжу без добавок. Через 2 ряда добавлю по одной петле в начале и в конце ряда. И потом опять через пару рядов еще сделаю по 2 добавки. Сейчас что делаю? Набираю вот петельки, провязываю. Всю подошву буду вязать лицевыми петлями. Последнюю петельку буду соединять с петелькой с боковой спицы. По лицевой стороне буду провязывать 2 вместе изнаночной петлей. По изнаночной стороне последнюю петельку с петелькой с боковой спицы буду провязывать лицевой петлей. Так, последняя петелька. Перебрасываю. 2 вместе провязываю изнаночной. Переходим на изнаночную сторону. Все вяжем изнаночными. Ой, все вяжем лицевыми. Пришли в конец ряда. Последнюю петельку по изнаночной стороне провязываю 2 вместе лицевой. Соединяю. Все, переходим на лицевую сторону. Сделаю после первой петельки добавку. Также сделаю в конце ряда. Все вяжем лицевыми. По одной добавке сделали. И потом через пару рядов еще по одной. Всего будет у меня 16 петель. Постепенно расширю подошву. Можно из протяжки делать добавку. Я накидываю привычным способом. Так, 2 вместе изнаночной. Все. Ай, добавку сделала. Опять продолжаем вязать все лицевыми. Провяжем всю подошву, пока до последней петельки закончатся все петли. Я к вам вернусь, наберем недостающиеся петли вот с боковых сторон потом. Закончила я первую часть подошвы вязать. Теперь у меня на спице 16 петель. Всего у меня будет 42 петли по полотну. Сейчас с каждой стороны, слева и справа, я наберу по 13 петель. Доберу. И будет у меня 42 петельки. Наберу всего 42 петли. Провяжу один ряд лицевой изнаночной. Ну, это для узора. Узор у меня будет резинка с обвитием петель. Вот такой вот узорчик. Он у меня есть в ленте на канале. Ролик есть, как я вязала этот узор. Он просто на разных нитках смотрится по-разному. Вот. Ну, я сейчас еще раз его тоже покажу. Там более в светлом цвете показано. Так, 2, 3. Набираю 13 петель. 3. Под 2 дужки вытягиваем петельку. 4.
5. Набираем. Набрала 13 петель. Теперь первые 3 петельки кромочная, провяжу лицевой, вторая лицевая и третья лицевая. По изнанке их тоже буду вязать, эти крайние 3 петли лицевыми. Это у нас будет резиночка платочкой вдоль тапочка. Значит, 3 петельки это у нас для резинки. Далее вяжу резинкой все. 1 изнаночная начинаю. 1 изнаночная, 1 лицевая. О, перекрутилась. 1 изнаночная, 1 лицевая. Так провяжем до конца. И точно так же наберем 13 петель с этой стороны. И обратно я вернусь 1 лицевая, 1 изнаночная. А потом уже буду вязать узор. Сейчас вяжем резинкой. Набираем с обратной стороны 13 петель. И возвращаемся в начало ряда. Лицевая, изнаночная. Показывать дальше не буду. Довязываем, набираем. Провязали резинкой, набрали петли. Первый ряд узора. Значит, первые 3 петли я провязываю лицевой. 1 кромочная, 2 лицевая, 3 лицевая. Дальше узор 4 петельки. Провязываю изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Раз, 2, 3, 4 петли провязала. Нить вперед провела. 3 петельки беру обратно на спицу. Ниточкой обмотали 3 петельки. И обратно их забираем на спицу. Слегка подтянули. Все. Вот такой вот узор. 3 петельки обвиваем. Лицевую, изнаночную, лицевую. Эти 3 петли обвиваем. Идем далее. Опять вяжем 4 петли. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Нить перед вязанием. 3 петельки берем обратно на спицу. Обвили ниточкой. И обратно их забираем на правую спицу. Продолжаем далее вязать дальше. Опять у нас 1 изнаночная. Раз, лицевая 2, изнаночная 3, лицевая 4. Нить перевели. 3 петельки забираем обратно. Лицевую, изнаночную, лицевую. Обвиваем их. И перебрасываем их обратно на правую спицу. Все, продолжаем вязание. Так вяжем до конца ряда. Изнаночная сторона. По изнаночной стороне все петли будем вязать по узору. Лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Как они смотрят, так и будем их вязать. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Крайние петельки 3 провязываем лицевой и кромочной. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Последние 3 петельки. Лицевая, лицевая и кромочную провязываю изнаночной. Так, второй ряд. Здесь мы будем делать обвитие в шахматном порядке, менять местами. Сейчас мы будем обвивать 3 петельки. Вот 2 обвития у нас было. И между ними 3 петельки. Вот они, лицевая, изнаночная, лицевая. Эти 3 петельки мы будем обвивать. Так, значит, 4. Провязываем первые 3 крайние петельки. Кромочную снимаю.
2 лицевыми. Так, что нам тут до обвития нужно провязать? До 4 петель. Одну изнаночную, одну лицевую провязываем. 1 изнаночная, 1 лицевая. Теперь 4 петельки у нас будет узора идти. Крайние 3 мы будем обвивать. Провязываем 4 петли, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, ниточку наперед, 3 петельки берем обратно, обвиваем их и переносим их обратно на правую спицу. Все. Вот между двумя, тут начало ряда не очень видно, между двумя обвитиями сделали еще одну. Дальше продолжаем. 4 петельки провязываем, 3 петельки обвиваем. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. 3 петельки переносим на левую спицу. Обвили нитью, забираем их обратно. Все, вот так вот. И так идем до конца ряда. Все, на этом узор закончился. Далее у нас идет повтор с первого ряда. По изнаночной стороне мы будем вязать лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Еще раз. 3 петельки берем обратно, лицевую, изнаночную, лицевую. Обмотали их, забираем обратно. 1, 2, 3. Все. Разворачиваемся. Опять вяжем 4 петли, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 3 петельки обратно на спицу. Обмотали, забираем на спицу их, продолжаем вязать дальше. Так мы довяжем, провяжем нужную нам длину до пятки. Все, вяжем таким узором, провяжем нужную длину до пятки. Я сейчас довяжу до конца, замеряю в сантиметрах все это. Провязала я до пятой. Вот такое вот полотно получается. Хорошо пружинит. Это же резинка у нас получилась. Так, что мы сейчас сделаем? Сейчас будем вязать пятку. Замеряю. Замеряю я его так вот до начала пяты. И от пальчиков в свободном состоянии 21,5. Ну, это приблизительно все равно. Почти 22 сантиметра, 21,5. Ну, а еще если подтянуть. Так, что мы теперь будем делать дальше? На боковых спицах оставляю по 15 петель. Пятку буду вязать на 12 петлях. Всего у меня было 42. 12 посередине, 15 по бокам. Буду вязать ее платочкой, но в этот раз все буду вязать изнаночными петлями. А что еще хотела сказать? Когда закончила я узор, по лицу один ряд провязала изнаночными. Все, сейчас заканчиваем пятку. Значит, все буду вязать изнаночными. И последнюю петельку с пятой и крайнюю петельку с боковой спицы по лицевой стороне 2 вместе я буду провязывать изнаночной петлей. По изнаночной стороне последние 2 петельки вместе, одну с боковой, одну с середины, буду провязывать лицевой петлей, соединять. Вот так, закончим, закроем петли. И можно будет так тапочек оставить. Я обвяжу это все крючком. Так, изнаночные, последнюю соединяем. 2 вместе, изнаночные.
Значит, на тапочки у меня ушло 100 грамм. Осталось там вот грамм 15-20, не больше ниток. Вот этих вот основного. Ну да, здесь же у меня один цвет. Так что вот. Так, все вяжем изнаночными до конца. И последние провяжем 2 вместе. Последняя петелька. Провязываю 2 вместе, лицевой по изнаночной. Все, закончили. Заканчиваем пятку. Закроем все петли с боковых спиц. Я буду вязать изнаночными петлями. Кому как удобно, можно это вязать и лицевыми петлями. Просто я этот ряд прошла изнаночными. И дальше получилось, что вяжу изнаночными. Так, вяжем пяту. Заканчиваем. Закончили вязать пятку. Закрываем петли. Я закрываю по изнаночной стороне. На этой стороне у меня закончилось. По изнаночной стороне закрываю лицевыми по 2 петельки вместе. Закроем до конца и сделаю один ряд обвязку крючком пройду. Немножко собрать, чтобы сильно не растягивался. Так, осталось у меня здесь 3 петли. Я их вместе закрою. Так, у меня здесь сильно нитка двойная, поэтому я 2 узелка делать не буду. Когда буду обвязывать крючком, я эту нитку закреплю. Так, теперь сейчас мы сюда протянем. Еще раз. Теперь что сделаем дальше? Теперь я возьму свою блестящую ниточку и один раз начну с этой стороны вот обычными столбиками без накида. Один раз обвяжу крючком. Вот 2 дужки захватываю. Вот так вот. Пройдусь по всему тапочку. Все это закрепим. И все. На этом закончили. Можно 2 раза обвязать, как хотите. Один ряд пройти, потом сверху еще один ряд пройти. Вот такая обычная обвязка. Захватила. Вот все. Довязываем до конца. На этом сегодня все. Такой тапочек у нас будет. Вот так обвяжем. Всем спасибо за просмотры. Всем легких петелек. Всех с наступающим. Всем мира и добра. Думаю, в этом году еще одно видео успею сделать. Вот так вот он сидит. Вот такой вот тапочек. Где они? Ой.